Скрытая все это время, истинная миссия Чингука наконец-то открылась публике. Привет, армия. Говорят, настоящие герои не носят плащи. Но что, если они также не хотят, чтобы их видели? Что, если их величайшие добрые дела происходят, когда никто не смотрит? Когда свет выключен, камеры исчезли. И мир слишком отвлечен, чтобы обращать на них внимание. Это нерассказанная история Джона Чингука. Не мирового идола, не художника, побившего рекорды, а человека, который шел в одиночку, тихо, целеустремленно, в путешествии, которое изменит его и, возможно, изменит всех нас. Момент, который прошел слишком тихо. Это был день, как и любой другой. 31 июля 2025 года. Терминал вылета в международном аэропорту, и неон был полон пассажиров. Семьи обнимали друг друга на прощание. Деловые люди спешили через ворота, а фансайты задерживались в надежде увидеть кого-то знаменитого. И затем, почти как тень, появился он. Джон Кук, одетый во все черное, с капюшоном на голове, плотно прилегающей маской. Никакого макияжа, никакой гламурной команды, никакого яркого появления, просто он. Шел один с одной дорожной сумкой в руках. Не было никаких оповещений в СМИ, никакой фанфары, никакого заявления HYBE, только одна или две размытые фотографии, сделанные ошеломленными фанатами, которые не могли поверить своим глазам. Человек, которого они наблюдали покоряющим сцены по всему миру, теперь проскальзывал через аэропорт, невидимый, незамеченный, или ему так казалось. Но армии видят все. Вопросы начинают распространяться. Через несколько часов интернет начал бурлить. Куда едет Чингук? Путешествует ли он по личным причинам? Почему нет официального расписания? Теории заполонили Твиттер, ТикТок и корейские форумы. Некоторые говорили, что это была спонтанная поездка перед возвращением на военную службу. Другие полагали, что он тайно готовился к неожиданному проекту, возможно, к международным съемкам музыкального клипа. Но правда, как оказалось, была глубже любого развлекательного проекта. Потому что более пристальный взгляд на увеличенную фотографию его руки раскрыл нечто неожиданное. Посадочный талон с едва различимым кодом рейса LAS 772. Пункт назначения — Лиссабон, Португалия. Лиссабон. Это был город, известный своей историей, спокойствием, поэзией. Но у него не было никакой связи, по крайней мере такой, о которой знали фанаты, с предыдущими работами Чингука. Никаких известных соавторов, никаких расписаний BTS, никаких офисов хайп. Что он там делал? Пребывание без имени. 1 августа на один из лиссабонских фан-аккаунт пришло сообщение от человека, утверждавшего, что он работает в роскошном отеле в районе Алама. Кажется, я только что видел, как кто-то, похожий на Чингука, регистрировался. Он использовал личный псевдоним. Никакой охраны. Никакого персонала, с ним был только один кореец. И он попросил номер подальше от главного вестибюля. Внезапно кусочки начали складываться в узор. Он был там не как знаменитость. Он не искал внимания. Он скрывался по какой-то причине. Невидимый визит. На следующий день произошло нечто, что никогда бы не попало в новости, если бы не одна зернистая фотография, сделанная с рук. Волонтер из местного детского центра в Лиссабоне загрузил теперь уже удаленную историю, на которой молодой человек в штатском сидит на корточках, держа руку малыша, и рисует на земле кистью, обмакнутой в нежную желтую краску. Подпись гласила, что он не хотел называть своего имени. Но я думаю, некоторые из вас его узнают. Он пришел просто помочь.
Никаких камер. Только доброта. Меньше чем через час армии на разных языках подтвердили, что это был Чингук. Он посетил Международный детский дом, известный тем, что там живут дети-беженцы и дети, оставшиеся без попечения родителей. Он пришел с пожертвованиями, книгами, художественными принадлежностями, едой, но, более того, он остался. Он не просто оставил вещи и ушел. Он провел там время, часы. По словам нескольких сотрудников, он отказывался от какого-либо особого обращения. Он играл в игры, сидел на полу, потом убирался. Когда его спросили, зачем он пришел, он просто ответил через переводчика: «Я здесь, потому что хотел быть здесь». Воспоминание. Всплывает. В 2019 году Чингук однажды сказал в тишине интервью BTS: «Если я когда-нибудь исчезну на какое-то время, возможно, я уеду куда-нибудь далеко, где меня никто не знает, просто чтобы снова стать человеком». Тогда фанаты тихо рассмеялись. Это было поэтично, мечта. Но теперь кажется, что это и не было мечтой. Это было обещание, которое он дал себе и которое он намеревался сдержать. Второй пункт назначения. Чего мир не знал, так это того, что Лиссабон был только началом. В августе 4 числа частные системы отслеживания полетов выявили знакомую схему, которая привела в Касабланку, Марокко. Снова без лишнего шума, но начали появляться сообщения о местных наблюдениях, подтверждающие присутствие Чингука в одном из самых забытых лагерей беженцев в Северной Африке. Он был там не для продвижения благотворительной организации. Он не для поддержки какой-либо компании. Он даже ничего не публиковал. Он был там, чтобы держать детей, раздавать еду, стоять на коленях в песке рядом с теми, кто потерял все, и без слов говорить: «Я вижу тебя». Мальчик по имени Амир, один из самых трогательных моментов, был связан с местным марокканским волонтером, который позже написал AR переводчику. Она написала: «Жил мальчик, лет 10, по имени Амир. Он всегда был тихим. Но когда Джункук сел рядом с ним, они начали рисовать птиц. Джункук сказал ему, что птицы летят туда, где их любят». Когда Джункук ушел, Амир впервые заплакал. Но это были не слезы грусти. Это были слезы благодарности. Сила молчания. Но почему он никому не рассказал? Почему Джанг не дал миру знать, что он делает? Ведь в этом суть его личности. Джон Джункук всегда был больше, чем просто художником. Он глубоко эмоциональный, духовный и интуитивный человек. Слава никогда не ослепляла его. Успех никогда не менял его. И в мире, который цепляется за лайки, подписчиков и вирусные моменты, он предпочел присутствие, а не выступление. Он решил отдавать не ради признания, а ради исцеления, не для себя, а для них. Компания молчит. Мир говорит. Хайп, что удивительно, не прокомментировал, не написал ни твита, ни пресс-релиза, ничего. И, возможно, это было частью согласен. Эта миссия не была их задачей. Она не была содержанием. Это не была стратегией. Она принадлежала ему, полностью ему. Но молчание не могло остановить волну. От Души до Сан-Паулу, от Парижа до Джакарты армии начали публиковать дань уважения, эссе, картины, фан-фильмы. Junk of the Human был в трендах более чем в 70 странах. Это была не просто любовь фанатов. Это было коллективное восхищение человеком, стоящим за славой. Возвращение домой, оставляющее след. 10 августа Чингук тихо вернулся в Корею. Не было ни репортеров, ни мигающих огней. Лишь несколько фанатов с уважением ждали.
Он медленно прошел через зону прилета, почти полностью закрыв лицо. Но даже из-под маски это было заметно. Он стал другим, тише, сосредоточеннее. Изменился. То, что он привез обратно, было не багажом. Это было мировоззрение, не просто айдол. В конце концов, Чингук, возможно, никогда не расскажет об этой поездке. Он, возможно, никогда не расскажет, что он сделал или почему. Но иногда самые сильные истории — это те, которые не нуждаются в чтобы ее рассказали, просто почувствовали. Своим. Молчаливым путешествием Джункук напомнил миру, что быть человеком — величайшее достижение. И, возможно, посреди мира, полного шума, он нашел нечто редкое. Покой. Не все миссии предназначены для заголовков. Некоторые — для сердец. И миссия Чингука никогда не должна была стать достоянием общественности. Но теперь, когда она стала достоянием общественности, пусть она напомнит нам всем, что самые красивые люди часто оказываются самыми тихими.